Второй год Россия ведет полномасштабную войну с Украиной, и одна из движущих и важнейших сил этой войны — пропаганда, масштабы которой после военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года многие исследователи называют беспрецедентным. Как появилась и как устроена современная пропаганда в России, почему люди поддаются на уловки пропагандистов и легко ли их распознать, разберем сегодня в этом видео. Меня зовут Ирина, вы на канале Около Канады. Немного истории. Автором термина пропаганда считают папу римского Григория XV, который в 1662 году решил создать организацию для распространения и популяризации христианства и назвал ее «Конгрегация распространения веры». До XIX века слово «пропаганда» имело только религиозное значение. Теперь его употребляют, как правило, в политическом контексте. Пропаганда ставит своей целью изменить либо укрепить те или иные взгляды человека при помощи средств, которые используют логику, разум и эмоцию. Большую роль пропаганды играют современные средства информации. Такая игра на эмоциях людей. Можно показывать яркие картинки, делать интересные рассказы, и вы уже начинаете сомневаться в том, что думали раньше. И в России, безусловно, это не одноразовая кампания пропаганды, это цепная реакция, которая может приводить к тотальному изменению миропонимания самых широких слоев населения. Люди во многих случаях готовы согласиться на пропаганду, они рады ей, потому что она вызывает чувства, которые, может быть, в тишине и созрели, и вам нравится, что ваши взгляды — это не просто ваши какие-то сомнения в ваших ценностях, а на самом деле действительно новая мораль, новое понимание, которое вам просто необходимо в себе развивать. Вы вряд ли при этом думаете, что вами манипулируют. Вы, скорее всего, соглашаетесь на то, чтобы с вами разговаривали именно таким образом. Самая опасная форма пропаганды — это пропаганда войны. Агрессивной войны и пропаганда ненависти. И не просто ненависти, а с элементами призыва к насилию против людей, которых ты ненавидишь. С призывами дискриминации этих людей, изгнанию этих людей. Не случайно именно эти два вида пропаганды являются запрещенными в международном праве. Это те виды пропаганды, которые вызывают самые низменные чувства человека, которые призывают его совершать действия, которые являются античеловечными, антигуманными. И эти виды пропаганды, которые ведут человечество к концу. Очень опасная, очень страшная часть этой пропаганды, которая на данный момент используется на территории в России. И инфицирование пропагандой происходит не вдруг. Обычно это процесс, который может длиться годами. Кто-то в этом смысле рубежным для России считает 1996 год, президентскую кампанию «Голосуй или проиграешь», когда во многом именно усилия тогдашних медиа и политтехнологов удалось обеспечить победу на выборах Бориса Ельцина. Кто-то полагает, что все-таки решающие события произошли в России на рубеже веков. Придя к власти, президент России быстро понял, что ему нужно прежде всего поставить под контроль телевидение. Операция «Преемник», передача власти от Бориса Ельцина к Владимиру Путину в 1999-2000-х годах, была основана на силе именно телевизионной пропаганды, с помощью которой никому еще недавно неизвестный человек в стране был раскручен до победителя президентской кампании. Вот тогда президент РФ и понял силу СМИ. Печатные медиа не были столь влиятельны, хотя бы только потому, что газеты все-таки надо покупать, а телевизионный сигнал бесплатно доставляет пропаганду в самые дальние уголки страны. Поэтому зачистку информационного пространства Путин и начал с уничтожения неподконтрольного ему на тот момент НТВ, Гусинского, насколько я помню. Затем были уничтожены другие независимые медиа, в том числе и печатные. А к моменту аннексии Крыма были почти полностью зачищены и неподконтрольные медиа в интернете. Думаю, что в этом году люди окончательно убедились, как трудно противостоять пропаганде, кто вообще понимает, что такое пропаганда и что она на них действует. Раскалываются семьи, родные люди теряют друг друга, оказываясь по разные стороны информационных баррикад. Но вот вопрос, как распознать обычному человеку, что он имеет дело не с информацией и даже не с обычным пиаром, а именно с опасной и агрессивной пропагандой. И тут у нас есть ответ. Политический пиар имеет хоть какой-то элемент правдивости, а пропаганда, которая существует со стороны государства в период Путина, это тотальная ложь. Это попытка представить факты, вывернутые наизнанку. В английском языке даже вот есть такое понятие. Они политтехнологов называют спин-доктор. Спин-доктор, то есть как повернешь, так у тебя и выйдет. В принципе, обычному человеку, который не погружен в информацию, для которого она не является зоной непрофессиональных интересов, незнакомого с техниками проверки информации, с более изощренным факт-чекингом, особенно во время обострения, когда информации очень на самом деле много, для такого человека задача отличить правду от лжи становится практически непосильной. И вот тут важен круг общения, когда у тебя друзья, знакомые, родственники задают модель поведения поиска информации, ответственного отношения к ней. Если такой круг есть, то он формирует у человека
большую резистентность к пропаганде. Также не стоит забывать о том, что пропаганда может только актуализировать те идеи и обиды, которые уже бродят в обществе, но и о том, что России нужно поднять с колен, мы слышали давно. Это долго зревшее и подогревавшееся в обществе недовольство государством успешно превратило в национальную идею, в мысль о том, что Россия была поругана, а теперь мы возрождаемся, что правды нет, что все врут, что мы все верили условно Америке, но ведь посмотрите, там происходит вообще какой-то ужас, белые убивают черных, идиоты приходят к власти, бомбят Ирак, нет никакой демократии ни у них, ни у нас. И этот метод, который возник последние 15 лет, тоже оказался достаточно успешным. Конечно же, ко всему этому использовать эти идеи, что Запад с нами не считается, он нас стремится обокрасть во всех смыслах, забрать наши ресурсы, забрать наши земли, забрать Украину, которая на самом деле воспринимается до сих пор как некоторый ресурс, страна с людьми, люди, живые дети. Вообще, как Путин говорит, границ у России нет, дорогие друзья. Вот так. Например, также Польша, она не является частым гостем в основных выпусках российских телевизионных новостей, за исключением сентября, вот когда 2 годовщины начала войны и ограбления Польши служат для массовых пропагандистских атак россиян. Пропаганда вообще тлеет на каждом российском канале, очерняя все страны, и на этом зарабатываются огромные деньги, а люди свято верят в врагов, которых придумала Россия. Проблема заключается также еще в уровне просвещения людей. Самые светлые умы всегда призывали к тому, что необходимо население образовывать, делать их культурно богатыми, знающими. К сожалению, большая часть населения остается легко подверженной пропаганде. И в силу этого заставляют то меньшинство, которое думает по-другому, замолчать, замкнуться, отстраниться и никаким образом не принимать участие в политической деятельности. У меня встал вопрос, почему страшные потери, убитые, раненые не отрезвляют народ? Почему это не работает? Неужели эта информация до них не доходит? И ответ, к сожалению, очень печален. Все эти потери воспринимаются инфицированными пропагандой людьми как результат нападения на их страну, на Россию. И чем больше общество вовлекается в конфликт, тем больше растет цена любого действия. А для людей, которые лично потеряли своих близких, для них победа становится еще более значимой, сакральной целью, чтобы все это было не зря. Ну и какой теперь может быть из этой ситуации выход? Непонятно. Отрицание всего, что принадлежит мировой цивилизации, является сутью нового российского общества. Это ужасно. Прямо может это не говориться, но смысл пропаганды в большой степени в этом. И раз нет никаких идеалов и не за что бороться, то и очень хорошо, зарабатывай себе на жизнь, сиди спокойно, мы будем тебя защищать. Ну, мы, это имеется в виду Кремль, армия, флот и так далее. Как мы будем защищать? Нападем на Украину, присоединим Беларусь, погрозим Прибалтике, чтобы они не вздумали соваться в наши исконные земли и так далее. И вот апатичность людей возникает именно в силу этого. Сколько же нужно времени, чтобы развернуть пропаганду на 180 градусов? Если вдруг сегодня, предположим, люди из телевизора начнут говорить в России, что Америка — это прекрасно, права человека — это замечательно, Путин вор, даешь свободные выборы, условно. Как быстро люди начнут забывать о этой пропаганде и перестроиться. И, скорее всего, это будет еще одним доказательством того, что никому нельзя верить. Уже и так люди, которые потеряны, телевизор им говорил одно вчера, а сегодня другое, это будет подтверждением для них, что нет ценностей. Возможно, более эффективным было бы публичное осуждение и публичное преследование сегодняшних российских пропагандистов, которые целенаправленно и осознанно занимаются пропагандой вражды и ненависти, пропагандой войны. И ни в коем случае я не говорю о том, чтобы заточить там, или расстрелять, но эти процессы, которые бы раскрыли механизмы сегодняшней пропаганды, показали людям, как на самом деле все это есть, были бы гораздо более полезны, чем резкая смена одного цвета на другой. Но все же, если даже представить, что суды над нынешними пропагандистами когда-нибудь случатся, люди поверят в решение таких судов, поймут, что все это была пропаганда совсем не скоро. Это очень долгий процесс. Все начало меняться именно тогда, в 2007-2008 годах. Вот тогда этот срок 15 лет, от начала и до конца. Сейчас, наверное, это логический конец пропаганды, потому что Россия, напав на Украину, фактически закрыла свободную печать, подавила все политические свободы. Так что нам, дорогие друзья, остается только ждать и надеяться на лучшее. Передавать информацию, не бояться. Я понимаю, что на данный момент на территории России говорить какие-либо антипутиновские высказывания, это бывает опасным, но все же те люди, которые не инфицированы, должны быть сильнее. И
Мы будем ожидать, когда закончится этот ужас, когда прекратится война, полномасштабное вторжение в Украину. Спасибо вам большое и до скорых встреч. Пока.